Удар по Ирану откладывается. Пока что. Об этом попросили Катар и Объединенные Арабские Эмираты, заявил Дональд Трамп. Иран и США все-таки пытаются договориться, несмотря на существенные разногласия в желаниях. При этом Иран готов передать обогащенный уран России. Израиль задержал несколько лодок гуманитарной флотилии. Нетаньяху поблагодарил военных. Эрдоган назвал такие действия фашистскими. Германия перебрасывает дополнительные системы ПВО в Турцию. Куба предостерегает Америку от нападения. Кубинцы будут обороняться. Протесты в Венесуэле и Боливии, есть столкновения с правоохранителями. Илон Маск проиграл суд OpenAI, теперь готовится идти в апелляцию. В Саудовской Аравии паломники съезжаются на хадж. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Дональд Трамп написал в соцсетях в понедельник, 18 мая, что откладывает запланированную на вторник военную атаку на Иран, пока продолжаются попытки достичь соглашения. При этом он добавил, что США готовы возобновить подготовку к ударам, если договоренность не будет достигнута. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед бин Салман Аль-Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян попросили меня отложить запланированную военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая должна была состояться завтра, поскольку сейчас идут серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет достигнута сделка, которая окажется приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и других регионов. Эта сделка, что особенно важно, будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана. Из уважения к вышеупомянутым лидерам я распорядился, чтобы министр войны Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэниел Кейн и вооруженные силы США не проводили запланированную атаку на Иран завтра, но также поручил им быть готовыми немедленно перейти к полномасштабному крупномасштабному наступлению на Иран в случае, если приемлемая сделка не будет достигнута. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил о готовности продолжать диалог, подчеркнув, что страна не намерена идти на уступки в вопросах национальных интересов. Посредником в контактах сторон остается Пакистан, который, по данным источников, уже передал США обновленные предложения Ирана. Одновременно сохраняется напряженность на мировых нефтяных рынках из-за риска новых перебоев поставок через Ормузский пролив. Диалог не означает капитуляцию. Исламская республика Иран вступает в переговоры с достоинством, силой и с сохранением прав народа и ни при каких обстоятельствах не отступит от законных прав народа и страны. Мы будем, руководствуясь разумом и используя все свои силы, до последней капли крови, служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана. Позже Дональд Трамп уточнил, что решение пока что не бить по Ирану отложил на 2-3 дня. Можете немного рассказать о вашем решении отложить это всего на один день? И почему вы решили этого не делать? Другие страны обратились ко мне и сказали, что мы были готовы нанести очень крупный удар уже завтра. Я отложил это на некоторое время. Надеюсь, возможно, навсегда, но, возможно, лишь ненадолго, потому что у нас были очень серьезные переговоры с Ираном, и мы посмотрим, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и некоторые другие попросили нас отложить это на 2-3 дня, на короткий срок, потому что они считают, что очень близки к заключению сделки. И если мы сможем добиться того, чтобы ядерное оружие не попало в руки Ирана, думаю, если они будут удовлетворены, то, вероятно, и мы тоже будем удовлетворены. Мы проинформировали Израиль, проинформировали других людей на Ближнем Востоке, которые работают с нами. И знаете, это очень позитивное развитие событий. Но посмотрим, приведет ли это к чему-то. У нас уже были периоды, когда нам казалось, что мы очень близки к заключению сделки, но ничего не получилось. Но сейчас ситуация немного другая. Мы были готовы действовать уже завтра. Очень масштабно. И это не то, что я хотел делать. Но у нас нет выбора, потому что мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. Иран готов передать свои запасы обогащенного урана России вместо Соединенных Штатов. Говорится в обновленном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, на который ссылается телеканал Аль-Хадад. В документе, пересмотренном иранской стороной, говорится, что Исламская республика готова передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях. Однако какие именно это условия, в сюжете телеканала не уточняется. Также, по данным канала, Тегеран может отказаться от требования компенсации ущерба, причиненного конфликтом, но взамен будет добиваться от Вашингтона экономических уступок.
Кроме того, как сообщает Аль-Хадад, Иран хочет, чтобы Оман и Пакистан играли значительную роль в любом конфликте, который может возникнуть вокруг Ормузского пролива. А любое потенциальное соглашение с США должно получить гарантии международного сообщества. Помимо этого, по информации телеканала, Тегеран стремится отделить проблему своей ядерной программы от вопросов судоходства в Ормузском проливе и будет добиваться долгосрочной приостановки своей ядерной программы вместо ее полного сворачивания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Тегеране с главой МВД Пакистана Мохсином Накви. По данным иранских СМИ, стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, перспективы продолжения переговоров между Тегераном и Вашингтоном и усилия по снижению напряженности в регионе. К слову, накануне Накви также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Визит пакистанской делегации проходит на фоне дипломатического кризиса вокруг переговоров Ирана и США, которые были приостановлены после того, как стороны отвергли последние предложения друг друга. Исламабад в последние недели пытается сохранить роль посредника между Тегераном и Вашингтоном. Ранее Аббас Аракчи заявил, что противоречивые сигналы со стороны США вызывают у Ирана сомнения в намерениях американской стороны. Однако подчеркнул, что посреднические усилия Пакистана продолжаются, несмотря на возникшие трудности. Пакистан резко усилил военное присутствие в Саудовской Аравии на фоне войны вокруг Ирана. По данным Reuters, Исламабад перебросил в королевство около 8 тысяч военнослужащих, эскадрилью истребителей JF-17, 2 эскадрильи беспилотников и китайскую систему ПВО HQ-9. Вся техника обслуживается пакистанскими военными, а финансирование берет на себя Air Riyadh. Источники Reuters утверждают, что речь идет уже не о символической поддержке, а о полноценной боеспособной группировке, которая может быть расширена. По условиям закрытого пакта о взаимной обороне, подписанного в 2025 году, Пакистан готов при необходимости увеличить контингент до 80 тысяч военных и даже подключить флот. Переброска началась после серии ударов по объектам Саудовской Аравии во время конфликта с Ираном. Часть пакистанских самолетов прибыла на базу короля Абдул-Азиза еще в апреле, сразу после атак на нефтяную и энергетическую инфраструктуру королевства. При этом Пакистан старается сохранять баланс. С одной стороны, усиливает защиту Саудовской Аравии, с другой остается главным посредником между Тегераном и Вашингтоном. Именно Исламабад принимал переговоры с США и Ирана и участвовал в достижении апрельского прекращения огня. Военное сотрудничество между Пакистаном и Саудовской Аравией имеет долгую историю. В разные годы в королевстве уже находились тысячи пакистанских военных, а сейчас нынешняя переброска стала крупнейшей за последние десятилетия. Администрация США решила продлить еще на 30 дней действие исключения из санкционного режима, которое позволяет ряду стран продолжать закупки российской нефти, перевозимой морским путем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее срок действия послабления истек 16 мая, и в Вашингтоне заявляли, что не планируют его продлевать. Исключение было введено весной на фоне резкого роста цен на нефть и перебоев с поставками после обострения ситуации вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива. В США рассчитывали, что временное смягчение ограничений поможет стабилизировать мировой рынок топлива и снизить цены на бензин внутри страны. Однако, как отмечают американские СМИ, заметного эффекта для потребителей это не дало. По данным Reuters, с просьбой продлить действие лицензии к Вашингтону обращались несколько стран, зависящих от импорта российской нефти. Среди крупнейших покупателей остается Индия, которая в последние месяцы значительно нарастила закупки российского сырья. Решение администрации Дональда Трампа уже вызвало критику со стороны части американских политиков. Ранее сенаторы-демократы заявляли, что подобные исключения позволяют Москве сохранять нефтяные доходы на фоне войны против Украины. Израильские военные перехватили часть глобальной флотилии «Сумуд», направлявшейся к сектору Газа с гуманитарной помощью. По данным организаторов, из 54 судов связь была потеряна более чем с 2 десятками лодок, а как минимум 10 судов были взяты под контроль израильскими силами. Чуть более 3 часов назад израильские оккупационные силы начали незаконную высадку на суда и похищение участников гуманитарной миссии Global Sumud Flotilla, направлявшейся в Газу и перевозившей исключительно гражданских лиц и гуманитарную помощь. Израильский режим вновь делает вид, что стоит выше любых норм международного права и человеческой совести, совершая свои действия у всех на глазах, потому что знает, уровень безнаказанности, которого он достиг, сейчас максимален. Другой участник миссии, турецкий активист Ахмед Сойлемес, сообщил, что часть лодок пыталась уклониться от перехвата. Каким-то образом, к счастью, нашему судну удалось уйти от израильских кораблей, и мы не видели их с 11:30 до примерно 30 минут назад. Затем мы заметили еще одно судно на горизонте, которое двигалось в нашу сторону.
Это были лодки «Зодиак», направлявшиеся к нам, но, похоже, их отвлекло другое судно. Трудно сказать точно, потому что мы буквально посреди океана, и на горизонте я не вижу ни израильских кораблей, ни других судов флотилии. По словам организаторов, некоторые активисты после задержания были переведены на другие суда, а связь с частью участников операции остается потерянной. В Израиле действия флота назвали предотвращением попытки прорвать морскую блокаду Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично наблюдал за операцией из военного командного центра и поблагодарил военных. Передайте, пожалуйста, мои поздравления всем солдатам подразделения. Думаю, вы проделываете выдающуюся работу и с первой флотилией, и сейчас. Вы фактически сводите на нет, отменяете злонамеренный план, направленный на прорыв изоляции, которую мы установили для террористов Хамас в Газе. Вы делаете это очень успешно и, должен сказать, тихо, с гораздо меньшим резонансом, чем ожидали наши враги. Так что мои искренние поздравления. Продолжайте до самого конца. Спасибо. Ранее МИД Израиля заявил, что страна не допустит нарушения законной морской блокады Газы. Флотилия вышла из Южной Турции 14 мая. Это уже третья попытка доставить помощь в Газу морем после предыдущих перехватов израильскими силами. Международные гуманитарные организации и ряд стран заявляют, что объемы поставок в сектор остаются недостаточными. Израиль отвергает обвинения в блокировании поставок помощи населению Газы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля после перехвата гуманитарной флотилии «Сумуд», направлявшейся в сектор Газа. Анкара заявила, что предпринимает шаги для возвращения своих граждан и призвала международное сообщество отреагировать на действия израильских военных. Сегодня мы вновь стали свидетелями того, каким фашистским мышлением управляется Израиль. Глобальная флотилия «Сумуд», доставлявшая гуманитарную помощь в Газу, подверглась нападению израильских сил в международных водах. Я самым решительным образом осуждаю этот акт пиратства и бандитизма против пассажиров «Надежды» на борту флотилии «Сумуд», в состав которой входят граждане 40 разных стран. Мы предпринимаем необходимые шаги для обеспечения безопасного возвращения наших граждан, находившихся на флотилии. Мы призываем международное сообщество принять меры против незаконных и нарушающих правила действий Израиля. Германия направит в Турцию дополнительную систему ПВО «Патриот». Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. По его словам, за последние недели в сторону Турции неоднократно запускались баллистические ракеты из Ирана, и все они были перехвачены силами НАТО. В состав миссии войдут около 150 немецких военнослужащих, которые заменят американское подразделение. Мы все согласны с тем, что Иран больше не должен представлять угрозу для своих соседей в будущем. Поэтому он не должен получить ядерное оружие. Он должен прекратить свою программу баллистических ракет, а также политику разжигания напряженности в регионе и вновь сделать Ормузский пролив свободным для судоходства без каких-либо сборов. Мы слышим от вас, дорогой Хакан, а также от президента Эрдогана, что турецкое правительство по-прежнему привержено цели полного членства в Европейском Союзе. Это хороший сигнал. С точки зрения правительства Германии, желательно и дальше расширять стратегические отношения между Турцией и Европейским Союзом, особенно в сферах, где у нас есть общие интересы. Мы поддерживаем учет интересов Турции как важного союзника по НАТО и ключевого торгового партнера Европейского Союза при расширении оборонных и промышленных инструментов политики ЕГО-СЧ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что главным приоритетом сейчас остается сохранение режима прекращения огня между Ираном и США. По его словам, возобновление конфликта может привести к серьезным экономическим и политическим последствиям во всем мире. На данный момент нашим приоритетом является сохранение режима прекращения огня. Если война начнется снова, это вызовет серьезные экономические и политические проблемы по всему миру. Мы надеемся, что и Иран, и Соединенные Штаты осознают эти риски. На практике обогащенный уран оказался погребен под завалами после атак на ядерные объекты 25 июня 2025 года. На данный момент никто не имеет к нему доступа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что трансатлантическое единство должно сохраниться, несмотря на сложный период в отношениях между Европой и США.
Заявление прозвучало после отмены Пентагоном планов по размещению в Польше 4000 американских военных. Туск назвал Польшу самым преданным союзником Вашингтона, а министр обороны страны подчеркнул, реорганизация американских войск в Европе не должна происходить за счет Польши. Трансатлантическое единство — это не только гарантия безопасности и мира здесь, в Польше, но и гарантия международного порядка, который становится все более уязвимым перед различными рисками и защищает наш мир от глобального конфликта. Задача всех нас без исключения — сделать так, чтобы трансатлантическое сотрудничество, независимо от различных политических переменных, пережило этот трудный период. Альтернативы польско-американской и европейско-американской дружбе и сотрудничеству не существует. У меня нет сомнений, что мы также можем рассчитывать на наших американских друзей здесь. Не роль Польши — пересматривать новые стратегии или иной тип дипломатии, но наша роль — напоминать: здесь у вас есть друг, на Висле у вас только друзья, здесь у вас самый преданный союзник. Это стоит помнить, потому что лучшего союзника Америка нигде не найдет. Концепция, представленная несколько недель назад, НАТО 3.0, при которой европейцы берут на себя большую ответственность за собственную безопасность, требует времени, инвестиций и расходов. Польша первой распознала этот сигнал. И то, что было решено на саммите НАТО в Гааге, достичь 5% ВВП на оборону к 2035 году, Польша выполняет уже в 2026. Это пример для всех европейских стран. В этом отношении ожидания администрации президента Трампа были немедленно реализованы. Мы понимаем, что размещение американских войск в Европе реорганизуется. Но эта реорганизация не может происходить за счет крупнейшего союзника Соединенных Штатов в Европе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Норвегию с двухдневным визитом. На встрече с премьером Йонасом Гаром Стёре стороны объявили о переходе к зеленому стратегическому партнерству. Речь идет о сотрудничестве в сфере чистой энергетики, экологичного судоходства и зеленых технологий. Также Норвегия и Индия рассчитывают расширить торговлю после подписания соглашения о свободной торговле между Индией и странами Европейской ассоциации свободной торговли. Норвегией, Швейцарией, Исландией и Лихтенштейном. Мы можем отличаться географией, культурой, масштабами и историей, но у нас есть многое, что можно получить от более тесного сотрудничества. И сегодня мы подпишем и подтвердим ряд соглашений, которые продвинут это партнерство вперед. В экономике объем торговли за последние 10 лет удвоился. Теперь у нас есть соглашение о свободной торговле между странами ЕАСТ и Индией с большими ожиданиями и амбициями. Одно из самых важных торговых соглашений, которые мы когда-либо подписывали. Оно открывает новые большие возможности для инвестиций, инноваций и создания рабочих мест в таких сферах, как зеленые технологии, возобновляемая энергетика, морская индустрия и морепродукты. И для Индии, как я полагаю, это первое соглашение о свободной торговле такого рода с европейскими партнерами. Друзья, мы выводим отношения Индии и Норвегии на уровень зеленого стратегического партнерства. В рамках этого стратегического партнерства от чистой энергетики до климатической устойчивости, от синей экономики до экологичного судоходства. Во всех этих сферах, объединяя масштаб, скорость и талант Индии с технологиями и капиталом Норвегии, наши компании будут разрабатывать глобальные решения. Страны G7 должны как можно быстрее сократить зависимость от поставок редкоземельных металлов, заявил в Париже вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль. По его словам, у стран больше нет времени на промедление. Все предложения уже на столе, и нам нельзя терять время. Я хочу, чтобы мы не были зависимыми, чтобы мы не были уязвимыми. Когда речь идет об Иране, мы видим, что значит зависимость от ископаемого топлива. В Украине, когда началась война в Украине, мы увидели, что значит зависимость от российского газа. И здесь мы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в следующую зависимость, в которой, если честно, мы уже находимся. У нас есть все возможности это изменить и начать действовать. Я вновь заявил об этом сегодня в рамках G7. Мы должны начать прямо сейчас. Я только что вышел после очень хорошего разговора с французским президентом, которого я считаю очень впечатляющим человеком.
и которому я искренне благодарен за сигналы тесного франко-германского сотрудничества и взаимодействия. Вы можете использовать любой термин, какой захотите, но для меня это всегда означает, что Германия и Франция должны понимать, все зависит от нас двоих, никогда против других. Но если мы едины, если мы задаем направление, и именно это я пытаюсь сделать вместе с Роланом Лескюром в кругу министров финансов, тогда Европа будет двигаться вперед. И сейчас действительно очень европейский момент, который мы переживаем как минимум с тех пор, как американский президент начал высказываться по поводу Гренландии. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым поздравил Софию с победой на Евровидении. Помимо культурной темы, стороны обсудили войну в Украине и дальнейшее усиление европейского давления на Москву. Мы очень рады приветствовать вас сегодня в Берлине и сердечно поздравляем с победой на европейском песенном конкурсе с песней «Бангаранга». Вся Европа сейчас в восторге от этой песни, и, вероятно, это будет самый запоминающийся хит лета 2026 года. Мы не отступим от наших усилий по достижению прочного и справедливого мира, в том числе в Украине. Мы также обсуждали это сегодня. Мы продолжаем усиливать давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понять, что ей необходимо сесть за стол переговоров. Европа готова участвовать в переговорах вместе с Украиной, Россией и Соединенными Штатами. Я рад и благодарен, дорогой Румен Радев, что Болгария хочет идти этим путем в духе европейской солидарности. То, что Европа обрела новое чувство единства и решимости после прихода к власти нового правительства Венгрии, также приблизит нас на шаг к миру. Правительство Венгрии начинает новый раунд переговоров о разблокировке замороженных средств Европейского Союза, заявил премьер-министр Петър Мадияр. По его словам, уже на следующей неделе в Брюсселе может быть подписано политическое соглашение по этому вопросу. Есть спорные и чувствительные вопросы, но мы договорились и продолжаем соглашаться с председателем Европейской комиссии, что эти деньги должны быть здесь, в Венгрии, у венгерского народа, в системе здравоохранения, образования, инфраструктуре. Обе стороны сделают все возможное, чтобы на следующей неделе, когда я поеду в Брюссель, мы смогли подписать политическое соглашение между венгерским правительством и Европейской комиссией. Это позволит завершить решение всех вопросов, напряженной работой в течение всего лета. И к 31 августа эти тысячи миллиардов форинтов поступят в Венгрию вовремя, быстро, но по графику, уже осенью. Мадияр также сообщил, что Киев и Будапешт на этой неделе проведут переговоры о правах венгерского национального меньшинства в Украине, стремясь восстановить отношения после смены власти в Венгрии. Я проинформировал его, звонок был инициирован с его стороны, что венгерское правительство начало переговоры с украинской стороной на техническом уровне, чтобы восстановить культурные, образовательные и языковые права венгерского меньшинства Закарпатья. И Брюсселю, и украинской стороне известно, о каких 11 пунктах требований идет речь. Мы не просим большего, только того, что положено всем национальным меньшинствам. Не нужно объяснять, что это стало бы огромным достижением, если бы спустя от 10 до 11 лет венгерское меньшинство наконец смогло вновь пользоваться своими фундаментальными правами человека. Это было бы большим событием, хотя и должно считаться нормой. Поэтому мы настроены оптимистично и ждем шагов со стороны Украины по этому вопросу. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможные военные действия США против острова могут привести к тяжелым последствиям для всего региона. Заявление прозвучало после публикации СМИ о якобы обсуждавшихся на Кубе планах атак с использованием беспилотников на американские объекты. Угрозы военной агрессии против Кубы со стороны самой могущественной державы мира хорошо известны. Сама эта угроза уже является международным преступлением. Если она станет реальностью, это приведет к кровопролитию с неисчислимыми последствиями, не говоря уже о разрушительном воздействии на региональный мир и стабильность. Куба не представляет угрозы и не имеет агрессивных планов или намерений против какой-либо страны. У нее нет таких намерений в отношении США, и никогда не было факт, хорошо известный правительству США, особенно его структурам обороны и национальной безопасности. Куба, уже страдающая от многомерной агрессии со стороны США, имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения. Однако это не может логически или честно использоваться как предлог для навязывания войны благородному кубинскому народу. Жители Гаваны также высказываются против возможного внешнего вмешательства. Тем временем Куба продолжает переживать тяжелый энергетический кризис. На острове сохраняются перебои с топливом и электроэнергией. Я точно знаю, что Куба сильная страна. Мы, кубинцы, очень смелые и не собираемся отступать. Если они придут, им придется воевать, потому что Куба будет сопротивляться. Вот что я могу вам сказать. Моя страна, голодны мы или нет, несмотря ни на что, будет сопротивляться.
Им лучше не приходить, потому что будет борьба, понимаете? Куба никому не позволит отнять у нее страну. Понимаете? Причин для этого много. Но было бы неправильно, если бы Соединенные Штаты вторглись на Кубу, так же, как и Кубе было бы неправильно вторгаться в Соединенные Штаты. Между двумя сторонами должно быть соглашение. Нужно разговаривать и договариваться обо всем, о чем они хотят. И Куба также должна обеспечивать соблюдение своих законов. Понимаете? Но вторгаться на Кубу не следует. Куба всегда будет защищаться. Но она никогда не отдаст страну. Никогда ее не отдаст. Понимаете? Американцы не смогли победить индейцев, а кубинцы — это кубинцы. Они никому не позволят ступить на свою землю. И точка. Вы сами все сказали. Как бы они ни пытались, пути сюда нет. Кубинцы умеют защищаться. Даже если придется делать это камнями или палками. Мы гордимся тем, что мы кубинцы. В столице Венесуэлы, Каракасе, вспыхнули столкновения между протестующими и полицией. На улицы вышли студенты и активисты, требующие освобождения политических заключенных. Во время протестов произошли стычки с силовиками. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Демонстранты также нанесли на асфальт надпись «Убийцы» и провели символическую акцию памяти жертв репрессий. Поводом для протестов стала смерть 82-летней Кармен Навас, которая почти год пыталась узнать судьбу своего сына, задержанного властями. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме еще в прошлом году. Власти Венесуэлы ранее отрицали наличие политических заключенных в стране и заявляли, что все задержанные проходят по уголовным делам. В столице Боливии вспыхнули новые столкновения между протестующими и полицией. Улицы Ла-Паса заволокло слезоточивым газом после того, как демонстранты попытались прорваться к площади Мурильо рядом с правительственным дворцом. Среди протестующих – шахтеры, фермеры и рабочие, требующие отставки президента Родриго Паса, который занимает пост всего полгода. Основные требования касаются доступа к топливу, взрывчатым веществам и пересмотра горнодобывающих контрактов. На фоне тяжелого экономического кризиса Боливия столкнулась с дефицитом долларов и нехваткой топлива. Ситуация обострилась после отмены государственных топливных субсидий в конце прошлого года, что привело к резкому росту цен на бензин. Мы призываем прекратить любые формы насилия. Нет никаких причин нападать на невинных людей. Нет никаких причин нападать на народ. Нет никаких причин использовать оружие. Нет никаких причин призывать к такому уровню конфронтации, который является недопустимым. Повторяю, любой, кто носит оружие, динамит или любое другое устройство, способное причинить вред другому человеку, совершает преступление. Такие люди будут арестованы, преданы суду и наказаны тюремным заключением. Суд присяжных в США отклонил иск Илона Маска против компании OpenAI. Миллиардер обвинял разработчика искусственного интеллекта в отходе от первоначальной некоммерческой миссии и чрезмерной ориентации на прибыль. Присяжные в Федеральном суде Калифорнии решили, что Маск подал иск слишком поздно. Рассмотрение дела длилось 11 дней, а вердикт вынесли менее чем за 2 часа. Маск утверждал, что руководство OpenAI, включая Сэм Алтман, использовало его пожертвования для создания коммерческого бизнеса и привлечения инвестиций от Microsoft. В компании заявили, что именно Маск пытался извлечь выгоду из стремительного развития искусственного интеллекта. Адвокаты миллиардера уже заявили о намерении обжаловать решение суда. В Мекку продолжают прибывать мусульманские паломники со всего мира в преддверии ежегодного хаджа. Тысячи верующих уже собрались в главной мечети города, где совершают таваф, обход вокруг Каабы. Власти Саудовской Аравии усилили меры организации и безопасности на фоне ожидаемого многомиллионного наплыва паломников. Хадж считается одним из главных религиозных обрядов в исламе и завершается праздником Ид-аль-Адха, который в этом году ожидается в середине следующей недели. Хадж, слава богу, стал лучше по сравнению с предыдущими сезонами с точки зрения организации. Это означает, что паломники теперь не просто толпа людей, а все они стремятся совершить хадж и заслужить довольство Бога. Больше нет неудобств и давки. Наши чувства — это стремление к прощению и милости Бога. Просьба о благосклонности Всевышнего. Мы молимся, чтобы Он улучшил положение стран и их народов. Мы благодарим Королевство за усилия и добрые дела по облегчению проведения хаджа. Хадж — это ежегодное паломничество, которое миллионы мусульман совершают в Мекку для выполнения религиозных обрядов, которым пророк Мухаммед обучил своих последователей 14 веков назад. Система квот для посетителей Мекки была введена в 1987 году по соглашению стран-членов Организации исламского сотрудничества. Она ограничивает число паломников от каждой страны до 0,1% ее населения.